Привет, 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 господа и дамы, с вами Морш, и я продолжаю прохождение Ужаса Аркхема. 4 глава у нас, стадо Аль-Геди. Как я понимаю, это все дело в Новом Орлеане, и это какая-то группа астрономов, ученых, хрен пойми кого, но они явно что-то знают про убийство нашей, собственно, ученой. Итак, опять 2 человек я могу взять на задание. Как видите, у меня уже 4 детектива. Но при этом у 3 из них, болезни. Болезненные болезни. Только вот эта вот Агата Крейн, она в нормальном состоянии. При этом у нее все обычное, что ближний бой, что дальний бой, что магия. Короче, она такая особо ничем не выделяющаяся. Ой, кого бы брать? Тут, по сути, 2 человек, которых я оставлю, а у них, по крайней мере, эти болезни спадут. Ох, дальний бой сильный. Ну давайте возьмем вот его. А вторым детективом пусть будет Агата Крейн. На самом-то деле у нее болезни нет, а те 2 пока товарища вылечатся. Такс, что у нас есть? У нас есть убитый... состояние новое, состояние скоро сломается. А вот как бы его починить, а? Так, нет, я не хочу возвращаться обратно. Вот можно его починить? Его можно уничтожить и все. И у нас есть кольт. Естественно, кольт мы вручаем тебе. Плюс мы тебе вручаем... нет, уничтожать предмет не надо. Плюс мы тебе вручаем железную трубу. А бабе... Ну, у нее обычная стрельба. Ладно, давайте ей дадим револьвер 38-го в хреновом состоянии. Вот. И, пожалуй, мы ей дадим аптечки. Штук 5 хотя бы нужно. Но при этом, еще и оружие ближнего боя по-хорошему ей тоже надо дать. Так, новая труба у меня есть и водопроводный ключ старый. Давайте его раздолбаем уже. Вот как-то так. Наверное, мы будем начинать сценарий. Ну что ж, давайте смотреть, чем нас удивит Новый Орлеан. И что это за такое стадо, и почему они вообще стадо. Ну, по крайней мере, сейчас, по описанию того, что было, это какая-то... группа ученых. Но больше почему-то у меня такое ощущение, что это секта. Ладно, будем смотреть, так сказать, будем смотреть. Секта так секта. С сектами мы тоже сталкивались и узнавали. Узнав подробнее о моей связи со стадом Аль-Геди, вы связались с ними для получения дополнительной информации о моих исследованиях. Они пригласили вас посетить Новый Орлеан, где пообещали поделиться результатами своих исследований. Во время дружеской трапезы члены стада Аль-Геди начали обсуждать кометы и странные ритуалы, связанные с их прохождением. Вы слишком поздно поняли, что к чему. Оказавшись в меньшинстве, вы скоро стали пленниками стада Аль-Геди. Да, короче, какие-то не очень добродушные ребята. Мой бедный друг, я ужасно сожалею, что расследование моей смерти привело вас к такому ужасному концу. Как вы можете избежать этого затруднительного положения? Мы вернемся за тобой. Можешь на это рассчитывать. Так, что мне известно про Новый Орлеан? Ох, у меня опять эти мифы скоро вообще долбанутся. Вещи конфискованы, задачи обновлены, вещи конфискованы. Я знаю, что в Новом Орлеане магия вуду присутствовала. Так, куча банок с разными сухими ингредиентами. Под одним из них находится записка следующего содержания. Драгоценное козье молоко всегда должно быть холодным. Ингредиенты слишком редкие, чтобы оставлять их на прилавке. Не дай бог, я снова найду его там. Что мне это дает? Ни хера. Так, есть нож. Вот нормально, да? У меня все позабирали, но при этом оставили нож. Ладно, нож мы запихнем сюда. Где мой, кстати, второй детектив? Почему нас закрыли по разным комнатам? Все, нож я взял. Ладно, ну и под дверью, как вы видите, сияние, значит, враги там будут. Так, нет совета. Дверь вашей тюрьмы уже старая, дерево деформировалось, потрескалось. Сломать, взломать, найти изъяны. Давайте изъяны поищем. Хрен там. Увеличение шанса провала следующей проверки рассудка до конца сценария. Ну, спасибо. И рассудок еще, да, один отлетел. Взломать замок, сломать дверь. Давайте сломаем дверь. Тоже нет. Взломать, блин, да что-то я вообще невезучий. Что-то я прям невезучий. Ага. Вот, персонаж. Снова удар по угасающий рассудок. Такс. Ну что ж, мы с тобой будем делать. Ну, у меня есть нож, по крайней мере. Мы тебя сейчас им будем пинать. Собственно, у него 12 хп, у меня 28, и явно победа будет на моей стороне.
3 хп я потерял. Ладно. Снова удар. Снова ножом. Нате в бочь. Блин, на 5. Зараза, ну единичка. Ну, обидно. Получается, просто я лишний удар пропускаю. Ладно, он тоже особо не сильно меня ударил. Тем не менее, от боя заполняются эти, блин, часы мифов. Что не очень круто на самом деле, потому что опять какие-то ослабления будут. Опять будут какие-то ослабления. Так, вы сделали это. Теперь, когда вы на свободе, вы должны воспользоваться этим шансом и сбежать из особняка. Я не могу уйти без своего друга. Да, конечно, сначала вы должны найти своего друга. Ну, вернее, подругу, но не суть важно. Так, сломать, вскрыть отмычкой крепкий деревянный сундук. Давайте отмычка. О, нормально. Так, есть у нас кольт и труба. Это ж наши вещи, да? Переместить сюда. Шо, нож уже в хреновом состоянии. Состояние старое, пипец. А когда он успел сломаться, так сказать, а? Ладно, уничтожим. Да, хочу уничтожить этот предмет. Потому что инвентарь вообще не бесконечный. Чистая посуда. Ладно. Тут ничего. Есть записка. Тушеная козлятина, 1 фунт козлятины на кости, нарезанной кусочками, уксус, 4 зубчика чеснока, 1 луковица, 1 красный болгарский перец, 3 помидора, 1 картофелина. Рецептик. Так, отсюда я пришел, да, наверное? Нет. Отсюда я не пришел. Один нас запер в кухонной кладовой, другого Эндрю отвел в спальню прислуги. Держу пари, он снова забудет ключ в гостиной. Возможно. Если так, то будет еще один труп, от которого придется избавиться. Похоже, они обсуждают вашего друга. Подругу. Так, ключ в гостиной искать, понятно, намек понятен, но тут здесь вот еще вот дверь была, да? Так, это окно плотно заперто. Конечно же, эта судьба напоминает вам вашего друга. Прежде чем сбежать, нужно найти. Не, ну я как бы и собирался его найти. Так, ключ сказали в гостиной. Если я зайду сюда, мне сразу придется пинаться с ними, да? Поэтому давайте пока что на крысе проскочим в гостиную, я думаю. Окно. Ну ладно, окно нам ничего хорошего не даст. Вот я надеюсь, что здесь гостиная, и здесь вроде врагов нет. Такс. Ни хрена себе тут дверей. Ну, сияние вроде из-под двери. И тут еще куча дверей. Да, вы что, прикалываетесь? Такс. Похоже на гостиную. По-моему, не очень. Часы. Есть грязные бинты. Ну, давайте их пока что возьмем, пока не будет что-то получше. Но использовать грязные бинты такое себе, они рассудок убивают. Это выход явно. Книга. В книге на столе, по всей видимости, регистрируют гостей. Вы узнаете имена нескольких известных личностей, в том числе мэра Нового Орлеана. Рядом со своим именем он написал: «Я пришел в стадо Альгери со слабой надеждой, что они смогут решить для меня сложную проблему. Их помощь была незаменима. Я считаю, что стадо великой силой добра в Луизиане». Вы также замечаете имя профессора Тиллингаста, подтверждая свои подозрения в том, что она приходила сюда. А рядом стоит имя Альфонс Лануи, но кто-то его вычеркнул. Ладно. Так, что у нас тут? Растение. Вы узнаете в нем мать тысячи, родом из далекого Мадагаскара. Вы думаете, что оно ядовито, и удивляетесь, почему его держат так близко ко входу в особняк. Ага, это вход, это коридор вообще. Так, что это? Что это было? Что за глюки? Что за подтормаживание? Мне не нравится. Это что, откуда у меня мышка взялась? Так, секунду. Хотя ладно, какая разница, вам все равно на записи мышка видна не будет. Так, уйти я пока не могу, правильно? Потому что я не нашел, собственно. Так, обыск, гардероб. Рядом со входом стоит большой гардероб, который члены стада, вероятно, используют как шкаф для одежды. Вы слышите, как внутри что-то катается, и задумываетесь, есть ли там что-то полезное или, возможно, шумное. Давайте внимательно осмотрим. Такс, есть у нас здесь ствол, что неплохо, и патроны, что тоже очень даже неплохо. Но при этом у нас забит инвентарь. Такс, 20 хп, многовато. И снова удар по рассудку. Это типа из-за их масок? Ладно, будем тебя с кольта валить. 2 выстрела и... О, еще и крит выписали. Это хорошо. Ну что, за один ход завалим? Не завалим за один ход. Ладно, кинем наблюдение. Завалим за его ход. Как бы проблем никаких. Прощай, 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 культист. Так, сколько таких боев вы еще сможете пережить? Не знаю, бабусь. Это ты меня, блин, из-за тебя я здесь оказался. Так, 8 патронов. Мне надо думать на 3 хода вперед. Здесь есть дверь. А с нее я пришел. Вроде все остальное я смотрел. А, вон еще дверь. Так.
Ваш напарник заперт в спальне прислуги. Окей, мне нужно найти эту гостиную, да? Вроде да. Похоже на гостиную. Ну, наверное, похоже. Книга. Блин, опять вы чувствуете помутнение. Ладно. Нотный лист с аранжировкой для хора, но с бессмысленными текстами. Втхегл, алг, захта, агалг. Короче, понятно. Отсылка к Ктулху, к вот этому всему, к этому языку. Картина. Вы чувствуете +1 к рассудку. Класс. Посмотрел в текст, рассудок упал. Посмотрел на картину, рассудок поднялся. В итоге можно было просто и текст, и картину из этой комнаты убрать, и ничего не изменилось бы. Так, есть еще грязные бинты. Но пока они мне не нужны. Ну, блин, точнее, пользоваться ими не хотелось бы. Вообще причем не хотелось бы. Ладно. Пока у нас альтернатив все равно нет. Чистых бинтов мне не завезли. Такс. Блин, такое количество дверей тут. Пока гостиную найти, я еще и shift прожимаю, чтобы бежать. А надо пробел прожимать. Так, что у нас тут? Блин, большое здание. Как бы. Ой, а тоже грязные бинты. Ладно, пока что заберем. Похоже на гостиную. Вроде нет. На столе сбоку вы находите обычный дневник, который ведет один из культистов. Вы читаете. Мы должны отправиться в Устье. Насчет ведьмы. Говорят, она похищает городских жителей и превращает их в странных существ. Их крики слышны по всему пути от Нового Орлеана. Я боюсь выходить на улицу, но это может быть самая важная ночь в моей жизни, если только ведьма меня не поймает. Будем надеяться, что это не отвлекающий маневр. Блин, ведьмы-то тут еще при чем? У Лавкрафта ведьмы... А, нет, были, кстати, да. Потрясти, открыть силой. Потрясти давайте. Потрясли. Хорошо, книга разрушения. Магический урон 6-9. Шанс дикого заклинания 50%. Ну, как я понял, это, короче, не расходники даже. Это, по сути, дальнобойное оружие. Вот. И как бы кофеин с бромом. Восстановить 5 АД. И, как я понимаю, оно, типа, не использует патроны. Наверное. Но при этом у меня магиков вообще, как бы, никаких нет. И... Ну такое. Инвентарь, блин, слишком мелкий. Так, тут у нас Козляриус. Что меня? Опять по рассудку бьет. Опять есть. Не, по рассудку, кстати, не ударило. Выдержал. Так сказать. Ладно, валим тебя с кольта. 11, отлично. Крит прошел. Так, 5-7, а здесь 7-8. Может теперь из револьвера хлопнуть и 100% его убить? Как бы. Ну да. Пока. Зря только появлялся. Неплохо, неплохо. Хороший товар. Так, туда идти не хочется. Похоже, наверху кто-то ходит. Каждая минута, пока вы здесь, это еще один шанс для них схватить вас. Спасайтесь. Ну, сюда, если пойти в дверь, там точно будут противники. Как бы, давайте. Нет, перемещать не надо. Перезаряди. Да, и вот это тоже перезарядить, да. Поэтому пойдем наверх, там вроде противников не должно быть. Хотя я так и не нашел ключ. Который, наверное, стоило искать все-таки на первом этаже. А ты кто такой? Еще один детектив? Кто вы? Я вижу, что вы не из этого так называемого стада. Этот человек незваный гость, он не должен быть здесь. Вы, должно быть, вызвали тот переполох, который отвлек их. Какая удача. Кто вы такой? Рекс Мёрфи, профессиональный репортер. Чересчур? Да, это чересчур. Как бы то ни было, я пишу для Аркхемского вестника. Что делает журналист из Аркхема так далеко от дома? Что привело вас в Луизиану? Я нащупал зацепку в одной дикой истории. Местная жительница Аркхема утверждала, что ее сосед использовал куклу Вуду, чтобы мучить ее. Какой-то конфликт с кошкой, которая пользуется цветочной клумбой вместо лотка. А, твою статью мы читали в газете. Было. Я знаю, что эти разговоры о Вуду звучат безумно, но у нее были булавочные уколы по всему телу. Как бы то ни было, куклу купили у некого Альфонса Лануи прямо тут, в Новом Орлеане. Он сказал, что продал обычную куклу, только чтобы разгневанный сосед мог успокоиться без вреда для себя. Я слышал об Альфонсе Лануи. Что привело вас сюда, в особняк?
Хотя Лануи поклялся, что на куклу не наложено никаких заклятий Вуду, возможно, это сделал кто-то другой. Предполагаю, что у группы под названием «Стадо Альгеди» есть книга, полная темных секретов. Это звучит как материал для заголовка, поэтому я пришел осмотреться. Похоже, я разворошил осиное гнездо. Это настолько безумно, что я в это верю. Я пытался найти своего друга, чтобы выбраться отсюда. Помогите мне найти эту книгу Вуду, и я помогу вам найти вашего друга. Договорились? Какая случайная встреча? Теперь нужно найти вашего спутника и сбежать. Эта книга также может быть полезна и для нас. Не обращайте внимания на книгу, вы должны спасти свою собственную шкуру. Знаете, есть что-то странное в этом небесном шаре, или как вы там его называете. Мы должны это проверить. Какой небесный шар? Так, добавился мне Рекс Мерфи, новый сыщик. Что он умеет? Репортер. Рекс может обладать хорошей интуицией и давать советы, даже если у него нет необходимых знаний. Ага, прикольно. У него есть атлетизм, обычная инициатива, ближний бой сильный, дальний бой обычный, магия обычный. Ну, в любом случае, плюс товарищ, это хорошо. Давайте мы ему выдадим... Ай. На тебе пистолет. Будем отстреливаться. Нас ожидает засада, я дам вам парабеллум. Так, большой глобус звездного неба отображает созвездие, видимое с Земли. Некоторые секции кажутся совмещенными друг с другом, как кусочки головоломки или кнопки. Под глобусом вырезана загадочная фраза. Посмотри внизу, как козлы прячут свои полные лица. Чтобы указать путь, размести их от мала до велика. Большой пес, козерог, Кассиопея, лебедь. Так, неподходящее действие заставит часы мифов идти быстрее. Ну, пока у меня мыслей нет, поэтому стоит поискать подсказки. Козлы. Так. Одинокий телескоп направлен в окно. Вглядываться в него вы замечаете, что почти у края поля обзора. Конструкция телескопа незнакома. Вы не уверены, что сможете им управлять, но не можете избавиться от ощущения, что он даст улику. Ну, изучить. Неправильно. Испытать. Испытали. Мы получили карманные часы мифов, да? Когда вы вращаете телескоп, он издает громкий скрип. Должно быть, его не использовали целую вечность. Хуже того, когда вы смотрите в объектив, то видите тот же самый таинственный объект прямо на краю поля обзора. Теперь вы понимаете, что видите не объект вдалеке, а клочок бумаги, прилипший к объективу. Вы читаете. Я знаю, что ты взял мой дробовик, Марк. Мы не закончили нашу игру, так что ты не имеешь права продолжать. Даже если босс остановил игру, верни его обратно. Ну и, собственно, давайте применим эти часы, потому что у меня он уже 4 из 5. Поэтому лучше бы мифы сбросить. Хорошо, часы применили, мифы сбросили. Ну, надо идти искать, что дальше. По-хорошему, вот были на этому чуваку бы книгу с заклинаниями сунуть. Ударяет случайный эффект. В смысле, а вот он болезнь, допустим, удалит у моего товарища, нет? Переместить, уничтожить. Ну, перемести, например. А использовать могу? Переместить, уничтожить? Не могу. А почему не могу? Некоторые могут назвать это шарлатанством, другие клянутся, что радиатор панацея. Переместить, уничтожить. Переместить, уничтожить. Вот здесь есть применить, а здесь нет. Или его именно в бою надо использовать. Хрен его знает. Ладно. Пока так. О, опять огроменная. Дверь заперта, но я не вижу замочной скважины. Так, что-то здесь есть, да? Что у нас тут? Глубокие царапины и странные отпечатки покрывают пол. Некоторые из самых глубоких отметин очень похожи на отпечатки копыт. Вы чувствуете помутнение рассудка. Копыта. Что-то там с козлами, да? Так. Большая маска козла на все лицо, отличающаяся большими спиральными рогами. Под ней надпись «Большая медведица». Но это явно относится к вот тому. Половина лица и длинные рога сверху. Под ней надпись «Козерог». Я думаю, тут должны быть и другие картины, правильно? Правильно я понимаю? И неправильно? Что-то такое. Но это прям вот большая маска, да? Эта маска поменьше, в пол лица. Есть еще какие-то двери. Тут у нас чего? Нет совета. Изучить или передвинуть. Ну, давайте изучим. Неправильно. Тогда передвинем. Такс, бронежилет.
Ну, неплохо. Ну, блин, 4 ячейки. Ну, они издеваются. Ага, вот так, вот они еще 2 маски. Кассиопея. Маска козла на все лицо без рогов. Возможно, предназначенная для низших чинов стада Альгеди. Маленькая маска козла, закрывающая только глаза. Возможно, она для посвященных. Под ней находится табличка с надписью Орион. Так, ну здесь мне явно нужна бумажка. Значит, маленькая маска Орион, да? Самая маленькая, как я понимаю. Орион. Самая маленькая. Дальше. Это, скорее всего, предбольшая. Кассиопея. Кассиопея. Вот так. Скорее всего, это связано как-то с размерами. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот это самая большая, типа. Большая маска. Значит, медведица последняя. Последняя, если ряд выстраивать. А это половина лица и длинные рога сверху. Под ней надпись Козерог. Хорошо, значит, если от меньшего к большему, Орион, Козерог, Кассиопея, Медведица. Так, посмотри вниз, как козлы прячут свои полные лица. Чтобы указать путь, размести их от мала до велика. Начинаем с самого маленького, да? Это Орион. Там написано Орион, а что из этого Орион? Лебедь, Козерог, Кассиопея. А там не было такого, там была Медведица, большой пес. Лебедь. Ну, Козерог и Кассиопея, хорошо, это было, да? Что-то из... Большой пес и лебедь — это Орион и Медведица, да, как я понимаю? Но только что из них что, я не знаю. Ну, пусть Орион будет лебедем. Неправильно. Хорошо. Ладно, а если первый большой пес? Тоже неправильно. Фу, хер его знает, если честно. Я думал, я уже разгадал все это дело, а тут вот так вот оказывается. Ладно, пока, значит, не дергаемся. О, а здесь придется дергаться, да? Такс, ну давай. Кого будем валить первого? Не, первого будем валить культиста. Тем более у нас тут еще и криты летят. Очень даже неплохо. Женщину будем валить второй. -1. Хотя на самом деле можно было пинать женщину и вот это вот включать. Да, так, включили. О, где там твой пистоль? Давай из него и шмальнем. И остальное потратим на движение. Ну, как-то так. За той дверью тоже враги. И там враги, блин, да тут везде враги. Кстати, похоже на гостиную. Не знаю, так ли это. Снова крит. А давайте, давай. А, у этого труба, но он не сможет дойти, да, скорее всего. Ну, скорее всего, нет. Так, ладно, враги особо не сложные, но тем не менее, у меня 17 хп. А нормальных бинтов нет. Перезарядить, да. А, и патронов нет. Вот это прям плохо. Смотреть, внимательно смотреть. Внимательно давайте. Найден предмет медный ключ. Еще одна хлебная крошка, но придет ли она к разгадке этой тайны? Не знаю. Так, опять помутнение рассудка. Я присоединился к стаду из-за своей любви к астрономии. И я был готов не обращать внимания на некоторые эксцентричности общества. Но это уже слишком. Я видел, как он пил это материнское молоко. Я видел, как изменилось его тело. Он стал крупнее, покрылся волосами. Его ноги превратились в копыта, а из лба выросли рога. Я должен выбраться из этого проклятого места. Как оно умудрилось, оставаясь здесь все это время? Письмо, похоже, было написано культистом пару месяцев назад. Ну, короче, тут людей в козлов превращают, да, при помощи какой-то фигни. Так. Маленький столик, на котором стоит репродукция картины «Сатурн пожирает своего сына». Необычный вид домашнего декора. Большая картина в металлической рамке с изображением черного козла. Судя по тому, как она криво повисла на стене, вы подозреваете, что она готова упасть в любой момент. Вы не можете избавиться от ощущения, что в этом козле есть что-то особенное. Но вы не можете понять, что именно. Испытать, управлять.
Такс, отлично, бинтики. Бинтики, это замечательно. Во-первых, вот эту штуку возьмем. Вместо вот этого, наверное. И бинты вместо грязных бинтов. И сразу же... Нет, перемещать не надо. Примени на моего детектива. Хоть чуть-чуть хп восстановим. 12. Так, вполне себе. Ну, это мы оставим. О, снова культисты. Причем один из них маг. С 25 хп. Смогу я снести 25 хп 3 выстрелами? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Значит, палим сюда. Палим еще раз. Нет, сюда же. Минусуем товарища. Но, блин, этот баг двигаться ж не будет. То есть, ну, короче, сейчас наблюдение за ним не сработает. Ой, кстати, да. Кстати, патроны-то заканчиваются. Патроны-то очень даже заканчиваются. Мне скоро будет нечем стрелять. Конец хода. По сути, надо, наоборот, сближаться и... Так, магическая защита врагов увеличена до конца боя. Урон от магических атак уменьшен. Блин, реально надо магика себе где-нибудь нарыть, который сможет этими книгами управлять. Потому что на них, походу, не нужны патроны. А если на них не нужны патроны, это вообще красота. Ну, по сравнению с тем, что у нас. Тут они заканчиваются, еще и пистолеты постоянно убиваются. Так, ну дойти, хлопнуть я его. Хотя трубой 2 очка. Смогу? 3 очка, зараза. Ну, вроде смогу. Пройдет удар? Слишком далеко, вот же, зараза. Хотя у него 2 хп. Если я сделаю еще ход, да, и долбану кулаком. 2 хп я должен снести, наверное. Зараза, 1. О, господи. Вот это была реально ошибка. Он еще и исцелился. Ладно. Стрелять, не стрелять. Патроны. Ну ладно. 6 урона. На этот раз долбанем трубой. Но, блин, ударить на 1, это, конечно, круто. Это прям мега круто. Прям 10 нахрен из 10. А зато тут, блин, на 14 крит улетел. Охеренно. Так. Патронов нет. Тут как бы перезаряжай, не перезаряжай, патронов нет. Ну, давайте сюда сходим, не знаю. Так, еще маска. Еще маска, еще козлы, да? Лебедь. Маска козла на все лицо с длинными рогами. Табличка ниже гласит лебедь. Так, лебедь большая, да? Лебедь там точно был. Значит, Орион маленькая, Кассиопея этот. Лебедь большая. Сейчас запишу. Лебедь. Большая. Очень большая. Маска. А это у нас... Большой пес. Большая маска козла на пол лица. Его огромные рога спиралью поднимаются вверх. Под ней табличка большой пес. Слушайте, ну и вот какая из них больше? Наверное, пес перед лебедем. Ну, как мне кажется. Потому что те, как-то Орион и Кассиопея, они, ну, поменьше. А может быть... Может, последний пес, хер его знает. Так, это вот там вроде было. Давайте еще раз попробуем. Начнем тогда с Ориона. Но эти явно меньше, да? Козерог. А это большая медведица. Большая маска козла. На все лицо. Тоже большая. Тут они все большие, блин, да? И там написано большая маска на все лицо. И в каком порядке это должно раздупляться, а? Ну вот это прям здоровая. Вот это, мне кажется, поменьше. Лебедь. Маска козла на все лицо с длинными рогами. Чё-то я ни хрена не понимаю, если честно. Большая маска козла на пол лица. Его огромные рога спиралью поднимаются вверх. Огромные. Большая маска, но на пол лица. Большой пес. Ну, пса и лебедя мы пробовали. Первое это точно не пес и не лебедь. Первое, скорее всего, Орион. Вот. Ну ладно, блин, поиграем в русскую рулетку, что еще остается. Так. Значит, пробовали мы большого пса и лебедя. При этом у нас остался Козерог и Кассиопея. Ага, Ориона нет. Козерог и Кассиопея. Вот либо одно, либо второе. Так, Козерог вот здесь вот висел, да? Большая медведица.
Козерог. Половина лица и длинные рога сверху, под ней надпись. Ну, Козерог достаточно средняя какая-то. Маска козла на все лицо без рогов, возможно, предназначена для низших чинов. Кассиопея. Стоп, низших чинов. Может так? Типа первая Кассиопея, низшие чины, да? Вот, потом... То есть по возрастанию должна же быть какая-то подсказка. Большая маска козла, на пол лица, его огромные рога спиралью поднимаются вверх. С длинными рогами. Бля, я хер его знает, вот честно. Для низших чинов. Большая маска козла на все лицо. Большая медведица. Половины лица и длинные рога сверху. Ну, как я понимаю, блин, я что-то вообще не понимаю. Чувствую, сейчас опять нахватаю всякой фигни. Так, мы уже пробовали, да, значит, вот здесь либо Козерог, либо Кассиопея. Вот что-то из этого. Я думаю, Кассиопея первая, правильно? Правильно, значит, первая Кассиопея. Дальше, наверное, Козерог. Не знаю, неправильно, не Козерог. Ладно. Значит, Кассиопея. Потом не Козерог. Лебедь, Орион, Большая Медведица. Лебедь, Орион, Большая Медведица. Так, если была... Что-то не хочется. Так, первая, ладно, Кассиопея, да? Кассиопея. А на втором варианте у меня... Сейчас еще раз... Козерог, Лебедь, Орион, Большая Медведица. Козерог, Лебедь, Орион, Большая Медведица. Большая медведица, большая маска козла на все лицо, отличающаяся большими спиральными рогами. Но я думаю, там, где рога, это как-то не. Вот маленькие рога. Козерог, половина лица, длинные рога сверху. Под ней надпись Козерог. Я думаю, ну, у козлов крутость по рогам определяют, правильно? Вот это была первая, да? Маска козла на все лицо без рогов. Для низших. Хорошо, это была первая, Кассиопея. Маленькая маска козла, закрывающая только глаза. Возможно, она для посвященных. Орион. Вот, следующая Орион. Здесь вот в этом должны быть намеки. Орион, хорошо. Здесь ничего не написано. Тоже ничего не написано. Мне кажется, второе Орион... Как, ну, как вариант, да? Типа для посвященных. Там для низших, тут для посвященных. И мне кажется, такие маски могут быть еще где-нибудь. Что-то я так подозреваю. Так. Как я могу разобраться в этом без ключа к шифру? Найти сходство, создать ключ шифрования. Давайте ключ создадим. Вестник идет от Козерога, появляясь первым рядом с козлиным хвостом. Вестник идет от Козерога, появляясь первым рядом с козлиным хвостом. Что мне это дало? Ни хера. Так, что-то в этом книжном шкафу кажется вам странным. Может быть, почти пустые полки или, возможно, сквозняк, который вы чувствуете, стоя рядом с ним. Ага, то есть его надо подвинуть. Угадал? Угадал? Там проход, там проход. Но двигать мне его пока не дают. Ну и ладно. Снова есть... Простой телескоп для астрономов-любителей. Записка рядом указывает на то, что тот, кто его использовал, не смог найти козла. Действительно любитель. Так, ключ облегчил бы расшифровку этого хода. Ну, опять создаем ключ. Самое маленькое созвездие зодиака, Козерог, имеет форму козы. В него входит звезда Альгеди, одна из скоплений, образующего голову козы. Добих, двойную звезду. Рядом с Альгеди, которая образует счастливые звезды мясника. Денеп Альгеди, хвост козла. И Омега Козерога, которая завершает треугольник. Чё нахер? Чё нахер просто? Мягко говоря, странно. Простой телескоп для любителей. Согласно примечанию, рядом с ним он направлен на созвездие Козерога. Да ладно. Блокнот содержит много записей, но одна из них обведена 3 раза. Поместите комету туда, где она должна появиться, чтобы открыть путь. Так, мне кажется, что это как-то...
Не знаю, ну я все вроде посмотрел, ничего нету. Ладно, выходим. Да, с масками тут реально тяжковато. Ни хера непонятно. Ну, тут как бы есть еще другие двери, может еще есть другие маски. То есть в описании маски должно быть сказано что-то про размеры. Во, например. Так, выглядит достаточно легким, чтобы его можно было поднять. Маска козла. На стене висит маска козла, похожая на те, что вы видели у культистов. Отблеск одной из них привлекает ваше внимание, но что-то в отражении заставляет вас задуматься, может ли этот блеск быть ловушкой. Выглядит достаточно легким, чтобы можно было поднять. Давай, поднимаем. Так, книга храбрости. Цена 3 очка. 2 ко всем типам урона. Шанс дикого заклинания. Ну, блин, это бафная книга, а не пулятельная. Я бы лучше пулятельную взял. Опять козлы. И снова проверку разума. Я не прошел. А патронов все меньше и меньше. Ладно, попробуем в этого валить. Может, кританем. Критов не завезли, да? О, завезли, но остался 1 хп. Так пока что. Ой. Ну у него труба, у него этот 3 очка действия на ход, на удар. Поэтому, наверное, можно даже подойти. Я же смогу ударить, правильно? Не, вот этого. Надо его добивать. Чем меньше народу, тем лучше. Тем более, когда у меня патроны уже закончились. А чё я потом, не знаю, у культистов этих патронов взять не могу, например. Было бы нормально. Так, вот так, да? Ой, дать трубой по голове. На 8. А у этого удар трубой 3. Короче, оно дешевле. Ну, типа из-за того, что он, скорее всего, ближнебойщик. Так, 2 очка остается. Ну, хрен он, блин, на 3 пробьет. Хрен он на 3 пробьет. Поэтому в любом случае 1 урон я еще пропускаю. Без этого не обойтись. Ну, а патронов все меньше и меньше. Там в револьвере 3, и все. Я напишу отчет. Ну, блин, реально все равно как-то многовато культистов, как мне кажется. Так. Нет, полечись. Исцеление. Применить. Да, вот на него. Применилось? Применилось. Пистолет разрядить у тебя можно? Перезарядить, переместить, снарядить. Уничтожить, переместить, перезарядить. Слей патроны. Да, давай вот мы тебе их переведем, так сказать, чтобы хотя бы 3 было. Ладно, что у нас здесь? Большой свиток на столе. В нем содержится описание масочной церемонии. Как только новички считаются готовыми присоединиться к стаду, ему дают простую маску. Каждое достижение в стаде вознаграждается дополнительным украшением к маске. Поэтому можно сказать, что чем больше маска, тем опытнее член общества. Эти награды и маски... маски и украшения могут быть получены только когда солнце находится в Козероге. С конца января до середины февраля. Да это я тоже понял. Ну, мне нужны еще 2 маски. Понять. На пьедестале лежит старая книга. Это говорит о ее особой важности. Может быть, это тот текст, о котором упоминал Рекс, культы упырей. Просматривая книгу, вы видите описание причудливых существ из инопланетных измерений. К сожалению, вы понимаете, что это не то, что вам описал Рекс Мёрфи. Так, вот тут еще можно пошариться. Есть тесак мясника, цена 4 очка действия, урон 7-11. Проверка рассудка у себя. Опять же, ну блин, если рассудок будет отлетать, то как бы это вообще жопа. Да, у него хороший урон, но у меня рассудок это восстанавливать нечем. Как бы. Так, козлы. Сундук полный белой одежды. То, что внизу окрашено в розовый цвет, как будто перед стиркой в стиральной машине забыли отделить белые вещи от цветных. Тут у нас что? Вы чувствуете спокойствие. Ладно, хорошо, чистые холсты. Спокойствие это хорошо. Да, но вторая маска Орион. А вот дальше. Так, здесь я был. Ну, я везде уже практически был, получается. Вроде как. Здесь был? Ну, вроде да. Да, был. Масок здесь не было. Значит, осталась вот эта дверь. Что-то масок тоже не очень видно. Если я смогу правильно управлять этой штукой, она должна заработать.
Если честно, я немножко иногда здесь не понимаю перевод. Если я смогу правильно управлять этой штукой, она должна заработать. А управлять это отпереть или сломать? Ну, я думаю, отпереть. Так, есть у нас пистолет, скоро сломается. Разрядить его можно? Судя по всему... Давайте вот так пока. А как его разрядить? Перезарядить. Так, сольем с него патроны. А так он нам, в принципе, не нужен, потому что он уже в убитом состоянии. Есть водопроводный ключ. 7-9, цена 3 очка действия. Ну, тут тоже будет 3 очка действия, тоже 7-9. Критический 5, оглушение 20. А здесь ослепление критический. И бинты. Давай... Нет, применять не надо пока. Хотя можно было бы и применить. Так, переместить вот сюда. Здесь применить на вот этого товарища. Исцелимся. Ну, блин, реально, как в Тетрис играешь. Так, здесь перезарядить. Ну и переместим восстанавливалку, вдруг пригодится. Блин, этот радиатор удаляет случайный эффект. Я не совсем понимаю, как его юзать. Переместить, уничтожить. Что-то вообще прям не понимаю. Ладно, пока так. Пока так. В дневнике аккуратным почерком написано: никто не жертвовал больше, чем я, чтобы вести стадо. Никто не был более верен. И все же они отказывают мне в привилегии приветствовать мать и ее новый мир. Это несправедливо. Они говорят, что мне не хватает определенных качеств, необходимых для достижения нашей цели. Как я чую, это отсылочка к... Блин, я не помню, как ее звали у Лавкрафта, короче. Она мать лесов или мать земли, как-то так она называлась. И она была в образе козлицы. Вот, поэтому я думаю, это вот культ ей посвящен. Богине. Так, есть перекурить. Давайте сразу применим. Вот у него 3 из 7. Сразу мы ему немножечко поднимем психическое здоровье. А почему он на себя применил? Я ж нажал на другого. Блять, я проебал сигарет. Вот я молодец. Вот молодец. Прям вообще. Так, добраться до туда будет нелегко. Переместить, поправить, тянуть изо всех сил. Внизу обычно на первый взгляд растения. В горшке вы замечаете, что скрываемое. Переместить. Нелегко. Поправить. Переместить. Судя по всему, не переместить. Так, лечебные возможности медикаментов снижены до следующего сценария. Херово. Херово. Еще и удар по голове. Поправить, тянуть. Ну, тянуть, не знаю. Так, найден предмет записки о рояле и дробовике. Я не брал дробовик, Дэвид, но мы оба знаем, что я бы выиграл, если бы шеф не остановил нашу игру. Я спрятал его в потайном отделении рояля, пока все не уляжется. Так, значит, идем искать дробовик. А где-то рояль был? Я не помню, если честно. По-моему, в какой-то комнате был. А может, на первом этаже. Так, нам нужен рояль. Еще нужно каким-то образом открыть глобус. Так, вот он, глобус. Здесь можно вернуться на первый этаж, да? Ну, здесь понятно, что дверь, да, мы не открываем. Дверь не заперта, но она не поддается. Нужно что-то, чтобы открыть. Ладно. Рояль, рояль, рояль. Так, здесь роялев нет. Блин, дробовик. Я хочу дробовик. Здесь роялев тоже нет. Может, на первом этаже все-таки. Здесь роялев нет. И тут рояля тоже нет. Значит, остается только вот эта комната. И здесь его тоже нет. Да. Значит, первый этаж. Первый этаж. И ключ, кстати, да, там говорили, что он где-то в гостиной. Я думаю, где-то там. Но эта серия такая длинноватая получается, потому что реально дофига беготни выходит. Так, здесь, кстати, да, второе мы Орион думали. Я думаю, последняя. Второе Орион, правильно? Неправильно. Угу. Так, если первая Кассиопея, потом не Орион. Козерог, я думаю, последний. Лебедь и большая медведица. Ну, лебедь достаточно большая маска. Медведица тоже большая маска. Козерог, я думаю, последний. Пусть будет лебедь. Лебедь, ага, хорошо. Орион, лебедь, да? Лебедь. Плотно, да. Большой пес, Козерог, Кассиопея, большая медведица. Пес достаточно большая маска. Козерог, я считаю, что будет последним. В любом раскладе Кассиопея. Хрен его знает. И большая медведица. Пусть Кассиопея. Нет, не Кассиопея. Ладно. Так.
Блин, Кассиопея у нас была первая, да? Правильно. Кассиопея первая, потом лебедь. Чё я сейчас на Кассиопею нажал? Козерог последняя, уверен. Большой пес или большая медведица? Ну пусть медведица. Правильно. Ага, отлично. То есть я раскрыл. Вы слышали, что-то щелкнуто? Щелкнуло. Это звук не из глобуса, это из коридора. Что мы сделали? Вам серьезно следует пересмотреть привычку ламываться в дома людей и ломать их вещи. Ну, наверное, мы открыли дверь. Я подозреваю. Но я хочу спуститься еще вниз и найти дробовик. Рояль. Я сочиняю заголовок. Хорошо. Так, рояль. Ну, здесь рояля не будет. Туда я не ходил пока, да? Я просто реально не помню, я где-то видел рояль или нет? Или мне это казалось? О, рояль. Так, дотронуться, найти изъяны. Дотронуться давайте. Ну, значит, не дотронуться. Вот и дробовик. Угу. Урон 6-10, крит 30. Это здорово, это здорово. Дробовичок. Патронов к нему что-то маловато. Ага, дробовик двухзарядный. Ладно, дробовик нашли. Двухзарядный дробовик, конечно, делал такое, но все равно. Что есть, то есть. Опа, и тут еще эти твари. Это похоже на столовую, а не на гостиную. Ладно, дробовик пока трогать не будем. Давайте с кольта повалим, народец. Так, лучше, короче, культиста сразу валить. 11 крит. И еще раз добили. Отлично. Отлично, прекрасно. И при этом еще можно стать вот так вот. Так, у тебя что? Патронов нет? А давай мы тебя просто в наблюдение поставим. Может, культист к тебе будет бежать. Тогда сразу ему и втащим. Не, просто кританул и все. Смена фокуса. Такс. Здесь мне нужен либо крит, либо крит вот это, трубой. Ну, скорее всего, лучше так. О, крит и прошел. Блин, ну этот товарищ критует прям как не в себя. Отличный персонаж. Так, перезарядиться не смогу, потому что патронов нет. Угу. Перезарядиться, конечно. Разгоняюсь с перезарядкой. Так, я могу вытянуть это. Потянуть. Книга исцеления. Восстановление здоровья. Цена 3 очка действия. Восстановить здоровье 10. Ну, давайте. Я же надеюсь, она не одноразовая. Давайте вот вместо грязных бинтов вот этому товарищу всучим. Он вроде бы маг хоть какой-то. Хоть более-менее. Так. Рассудок немножко подняли. Это здорово. Граммофон. Тут ничего, там вон дверь. И здесь дверь. Ну, вроде света нет, чтобы здесь были враги. Так. Отсюда я пришел, да? Правильно? Вроде да. Вроде тут я был в самом начале. Там еще дверь была. Давайте в нее сходим. Эта картина выглядит знакомой. Безусловно, это поразительное изображение. Я знаю, это та же самая, что и в доме профессора Таллингаст. О, конечно, у меня точно такая же. Профессор отправлял запрос в стадо об их исследованиях. Возможно, она также поделилась копией картины. И к чему это приведет? Еще одна хлебная крошка, не приведет ли она к разгадке тайны? Да пока что-то не приводит. Пока что-то вообще не приводит. Так, свечения под дверью нет, значит никого тут нету. Ага. Я опять вернулся вот сюда. Тут у нас что? Групповой портрет мужчин и женщин, одетых в белые одежды, позирующих где-то в заливе. Должно быть, это члены стада Альгеди, но, похоже, фотографию сложили, чтобы уместить в рамку и скрыли что-то в левой части изображения. Что-то скрыли. Ну что, судя по всему, я все двери обшарил. Или не все. Так, сюда ходил. Сюда ходил. Картина, понятно, сюда не ходил. Тут он... это возвращение в прихожую. Сюда ходил, раз дверь открыта. Ну, хрен его знает. Так, здесь был. Вроде все, вроде все. Мы это еще не осмотрели, что у нас тут. Новый предмет, бинты грязные. Спасибо, но грязные бинты мне не нужны.
Так, чья-то спальня. Что у нас тут? Помутнение. Сначала я услышала крики наверху, затем упало что-то тяжелое, кто-то забегал кругами. Звук был таким жалостливым, что я чуть не забылась и не отправилась на помощь. Но мне запрещено подниматься наверх. Вскоре после этого человеческие голоса сменились звуками, похожими на цоканье. Как будто по верхним комнатам разгуливало животное с копытами. Шум утихнул, я не перестаю задаваться вопросом, связано ли произошедшее с белым напитком, который они заставляли меня приготовить. Возможно, это лишь мое воображение, но когда я пишу эти слова, мне чудится топот копыт вдалеке. Понятно. Сундук полной одежды, который обычно носят слуги. Ага, ну это, наверное, кухарки комната или что-то в таком роде. И ее заставляли готовить молоко какое-то. Ой, там стучит кто-то. Кто там? Кто здесь? Выпустите меня. А, так вот, как раз это моя подруга. Вот вы где. Дверь заперта. Судя по скважине, мне нужен медный ключ. Ничто в жизни не дается легко, не так ли? Так у меня есть медный ключ, я его находил. Отпереть. Ну вот. Вообще проблем нет. Такс. Давайте вызволим вас отсюда. Спасибо, я уже начала волноваться. Теперь все, что нам нужно, это найти ту книгу зла. Так, хорошо. Ну, как я понимаю, теперь вообще мне остается просто на второй этаж и все. Так, есть у нас восстанавливалка. Сюда мы ее запихнем. И надо вооружить чем-то бабусю. Снова проверка рассудка. Так, под подушкой вы находите дневник сумасшедшего. Многие его страницы покрыты каракулями и непристойными рисунками, но несколько отрывков выделяются. Комета скоро прилетит, мы так долго ждали, но на этот раз наш жрец тоже это чувствует. Я слышу его по ночам. Она прибыла. Завтра мы отправимся в лес, затем мы завершим приготовление в доме. Это сработало. Я видел его своими собственными глазами. Черная коза дала свое благословение, и теперь оно распространится. Я слышу ее во сне, благодаря тебе, мать. Я Шуб-Нигурат. Да, вот Шуб-Нигурат. Зовут вот эту вот хозяйку леса, которая в образе козлицы. То есть я все правильно понимаю, не зря читал, так сказать. Шуб-Нигурат, 100%. Так, чистый туалетный столик, ладно. Ладно. Здесь, я думаю, больше ничего интересного не найдем, правильно? Я думаю, нет. Так, есть еще вот здесь что-то. Патроны для дробовика пригодятся. Прям вообще. Без проблем, так? Дробовик это хорошо, патроны это хорошо. Ну вот все, можно, наверное, рулить на второй этаж. Так, здесь. Я же забирал. А, грязные бинты. Ну, бинты мне точно грязные не нужны. Все, можно рулить на второй этаж. Вроде же сюда. Нет, рояль. А куда тогда? Блин, где вход на второй этаж? Я опять потерялся. Ага, вот. Пошли на второй этаж. Да блин, ну куда ты пошел? Вот так вот иди. И здесь у нас должна была открыться дверь. Что-то я подозреваю, если честно. Там ну, враги обозначены, я бы лучше сохранился на самом деле. А, так еще можно вернуться в офис. Типа, не закончив расследование. Ну, пошли сюда. Дверь не заперта, но она не поддается. Дверь теперь не заперта. Погнали. А вот и козлица, а вот Шуб-Нигурат. Ну, или жрец какой-то. Возможно, все-таки Шуб-Нигурат. Сама, так сказать. Ну, выглядит криповенько. Что это за зверь? А, только рога, при этом еще, ну такое что-то. Что за наука могла породить такого зверя? Он больше похож на козла, но в его глазах отражается почти человеческий интеллект. Вот у этих не очень. Почему этот зверь запер здесь? Это пленник? Учитывая все эти символы, возможно, они поклоняются этой твари. Держу пари, он охраняет что-то важное. Это может быть книга. Нам лучше избавиться от него. Если это охранник, то он должен быть могучим. Бегите, друзья мои, бегите, пока можете. Скажем так, не вопрос, охранник охранником. Вопрос в том, что у меня, у бабули вообще никакого оружия нет. Вот это вот скорее проблема. Так, ну я могу фигануть с дробовика. Как бы, правильно? Кого сначала валить, культиста или козла? Не, лучше, наверное, фигануть с кольта. И сначала постараться культиста уложить. На 11. Еще раз. Еще раз на 1. Блин, 3 хп. Вот его сейчас просто хоть чем-то добить. И при этом, да, я могу стать в стойку, выстрел он сделает. Но смогу ли я его добить?
Так, у этого патронов нет, есть хилка. Хрен там, вот хрен будет 2 очка. Ну, то есть, я могу козла влупить, этого не получится. Ну, либо кулаком, но кулаком он может его ударить на 1. Ну, как бы, вариант такой себе. Ну, значит, лупим козла, что еще остается. На 6. Есть бабка, но у нее только кулак, и все. Будем боксировать с козлом. Хватит, хватит. Сейчас на 1 я, наверное. Да, кто бы сомневался. Так, козел в меня плюнул. Слепота. Но при этом не ударил, что радует. Так, этого мы сейчас добьем. Блин, 8 хп исцеления, ладно. Расстояние перемещения в бою уменьшается до конца боя. Спасибо. Но вот этого мне только не хватало. Так, этот с ума начал сходить вообще. Получена травма. Низкий шанс потери рассудка при сражении в одиночку. Ладно. Я вас понял. Оглушение еще. Слишком далеко. Че далеко? Типа он не может стрелять? Слишком далеко. Ёлки-палки. Он только типа в ближнем бою теперь может действовать, да? Это плохо. Ну, вроде должен достать. Вот таким образом. В культиста, но тут критануть надо. Отлично, крит прошел. Хорошо, на одну проблему меньше, это хотя бы хилить его не будет. Теперь нужно просто завалить козлиное отродье, а у меня оглушение и бабка, которая бьет по 1. Класс. Просто лучшее, что могло быть. Так, я чувствую, я буду его долбать. Да хрен знает скольки. Смена фокуса. Давайте смену фокуса сделаем. Повысить инициативу на одну позицию. Давайте. Повысим. Почему бы и нет. Оу, 12 урона, блин, по всем. Отлетело. Я вас понял. Так. Нате, в борщ. Из пистолета. Перезарядки. Ну, у меня все равно нет патронов. Ну и давайте дробовик опробуем в деле. На 9. Неплохо. Блин, если бы кританул, конечно, было бы, конечно, жирно. Так, бабка, кроме того, как бить кулаком, в принципе, у нас ничего не умеет. К сожалению. Разве что смену фокуса можно сделать. И этот товарищ отрабатывает трубой. На 7. 8 хп. Ну, в принципе. В следующий ход я его добью. Я думаю, это последний босс этой главы. Ну, по логике вещей. Бабка, понятно, сделать ни хера не может. Так. Слушай, а тебе мы, чтоб патроны не тратить, сделаем нокаут трубой. Да, использовать. Почему бы и нет, так сказать. На тебе по горбу. Он мертв. Я бы не была в этом слишком уверена. Если это существо настолько сверхъестественное, как указывают эти символы, вы не сможете убить его. Бегите, спасайте свои жизни. Давайте поторопимся, найдем эту книгу или что там он охранял. Ну, я думаю, книгу... Так, если я его сейчас посмотрю, я уверен, что у меня здоровье опять улетит. С другой стороны, не посмотреть я не могу. Так, у меня бинтов нет, да? Ё-моё. Снарядить, переместить, уничтожить. Блин, у меня вообще хилок нет. Тупо от слова совсем. Вот это беда. Так. Ну, давайте, да, хорошо, давай его рассмотрим. Пол покрывает большой ритуальный символ, хотя он имеет сходство с теми, которые вы видели раньше, это не тот же самый. Тем не менее, его внешний вид наводит на мысль, что стадо было причастно к смерти профессора Тилленгаст. Ну, давай его осмотрим. Ну, естественно. Существо выглядит как смесь человека и козы. Он лежит неподвижно, но вы видите, как он дышит, и его грудь поднимается и опускается. Ну, давайте ему голову отрежем, не знаю. Да блин, ну вот почему ты туда идешь? Мне вот это вот надо посмотреть. Детектив. Так, есть нож. Давайте бабуле его дадим, чтобы хоть как-то она могла отпинаться. Так, на пьедестале лежит старая книга, что говорит о ее особой важности. Может быть, это тот текст, о котором упоминал Рекс, культы упырей. Это том темных ритуалов, не то, что Икс Рекс Мёрфи. Не то.
Так, есть ли какая-нибудь слабость, которой можно воспользоваться? Открыть силой, взломать замок, найти изъяны. Найдем. Порванная записка одного из культистов гласит: прохождение кометы было монументальным событием. Мы все поняли, что нам повезло, и мы стали свидетелями чего-то столь прекрасного и важного. Мы исследовали залив, где упала комета. То, что мы обнаружили, превошло наши самые смелые надежды. Я. Надежды. Тут у нас чего? Сегодня вечером я буду пить молоко матери, а больше чести нельзя и мечтать. И я упорно трудился, чтобы заслужить ее. Но все же я не могу полностью подавить свой страх. Последствия могут быть болезненными. Так, найден предмет камень в виде кометы. Стол заложен странными предметами и любопытными символами, нацарапанными красным. Среди них вы находите записки с описанием базового лагеря в заливе Луизианы. Там стадо готовилось к прибытию кометы. Очевидно, их верховный жрец присоединился, чтобы подготовиться, а потом стадо распространило слухи, чтобы отпугнуть суеверных местных жителей. Рядом с записями вы находите камень в виде кометы с щелью в основании. Это говорит о том, что его предназначение куда-то вставлять. Вы забираете камень. Ну, судя по всему, камень — это ключ. Задачи обновлены. Какая у меня задача сейчас? Какая у меня сейчас задача? Карта, дневник. Сбежать из особняка. Ну, в принципе, наверное, уже можно сбегать. Я вроде был везде. Эту тварь мы завалили, но я до сих пор книгу не нашел, да? Что может открываться еще, где я не был? Это сбежать уже, да? Или нет? Нет. Это не сбежать. Ладно. А где я не был, куда меня не пускало? Где можно использовать эту хрень? Тут я вроде был везде. Ага, вот. Вот куда мне надо. Так. Ну вот сюда вставляем эту комету, правильно? Так, в отверстии на полу появляется нескольких отверстий, каждое рядом с определенной звездой. Похоже, что эти отверстия предназначены для какого-то предмета. Дене, Пальеди, Омега, Козерога. Ё-моё. Так, где-то тут написано было что-то про это все дело. Я ж помню. Поместите комету туда, где она должна появиться, чтобы открыть путь. Туда, где она должна появиться. То есть, откуда она стартует. Ладно, я лучше сохранюсь, потому что я сейчас просто все это просру. Откуда она должна стартовать? Так, здесь куча телескопов, явно должны быть подсказки. Не смог найти козла, действительно любитель. Тут у нас что? Вестник идет от Козерога, появляясь первым рядом с козлиным хвостом. Вестник. Ну, комета может быть вестником? Да. Идет от Козерога, появляясь первым рядом с хвостом. Омега Козерога, например. Неправильно. Дене Пальеди, Добих Альеди. Альеди. Тоже неправильно. Добих. Класс! Блин, охренеть! Вот из 4 попыток, из 3 попыток не попасть. Так, все сыщики должны пройти проверку рассудка. Это плохо. Это плохо. Ну, значит, Дене Пальеди. Правильно? Все. Ну, блин, попасть с 4-го раза это надо уметь. И книжный шкаф сдвинулся. Хорошо. Точно, а за ним есть двери. Я бы поспорил на свою пишущую машинку, что именно там мы найдем книгу. Давайте посмотрим. Так, ну свечения под дверью нет. Вроде врагов там быть не должно. Угу. Мне, блин, хилку. Так, сильный ветер. Сломал бы это. Сломать дверь, найти изъяны, взломать замок. В случае крайней необходимости используйте материалы из шкафа внизу. Всегда держите свой ключ при себе. Не забудьте выполнить все, что используете. Ладно, сломать. Так, бинты, отлично. Давайте применить вот этому товарищу. Надо восстановить хпшечку. Плюс патроны. Патроны это тоже замечательно. Но что-то меня подсказывает, что это не просто так. Что на меня сейчас какая-нибудь ебака нападет. Так, это переместить сюда. Патроны, да. Дробовик, да. Давайте, наверное, так, переместить бабки, дадим револьвер и перезарядим, чтобы он с патронами был. Здесь тоже перезарядим. Все, пуль у меня нет. Значит, один с дробовиком, остальные так.
Ладно, вам нужны дополнительные руки, чтобы носить все, что находите. Я понимаю, но, блин, у меня по 2 человека только. Это старый чердак, тайная библиотека. Так много древних знаний собрано в одном месте. Представьте себе, что я могла бы достичь с такими ресурсами. Если я был бы книгой злой магии, это было бы место, которое я как раз назвал бы домом. Это место кажется жутким. Что, снова по голове будет удар? Так, тут, во-первых, какая-то ебака. Да, еще одна из этих отвратительных тварей, совсем как мисс Катонике. Очевидно, стадо Альгеди причастно к смерти профессора. Да, причастно. Я уже в этом не сомневаюсь. Текс. Взяв книгу с полки, вы, просматривая ее, находите эссе о внешних мирах и нечеловеческих существах, похожих на богов. В то время как старшие боги похожи на людей и доброжелательны, великие, древние, чудовищны и злобны. Внешние боги обитают далеко за пределами Земли и нашей Солнечной системы, оказывая свое влияние из самых дальних уголков неизведанного космоса. Опять по рассудку. Вы берете книгу наугад и замечаете, что ее страницы пожелтели от времени. Циклопная масса, из которой торчит скользкие черные щупальца на коротких козлиных ногах. Плодовитое и ненормальное порождение постоянно извергает новых детей. Те, которые не поглощаются сразу, разбегаются и сами размножаются. Но это описание вот этой Шагнигурат. Вот. Это, собственно, памятник ей, судя по всему. А вот и книга. Культ упырей. Даже прикасаясь к ней, кажется опасно, но вы не можете оставить ее стаду. Забрали мы книгу, ту, которую ты искал. Вот она, культы упырей. Похоже, это французское издание. Посмотрите на эти гравюры. Мы видели существо, как на этом рисунке, в лечебнице Архема. И этот странный малыш, который мы впервые увидели в университете. Этот узор похож на созвездие. Это Козерог, тот, который мы постоянно видели. У нас будет время почитать, после того, как мы выберемся из этого особняка. Ой-ой, у нас гости. Снова битва. 18, 25, 15 по ХП. Снова удар по рассудку. Блин, понеслась. Я не знаю, как этот рассудок восстанавливать, тут честное слово. Получена травма. Инициатива значительно понижена. Это херово. Это прям очень херово. Еще и оглушение. Спасибо. Полный нахрен набор. Еще травма. Низкий шанс потери рассудка при сражении в одиночку. Ну, мы не в одиночку, что уже хорошо. И тоже оглушение. Класс! У нас есть только вот этот парень с битой. Ладно, что будем делать? Так, ударить смогу? Ну, вроде да. Ну, хоть один удар. И то хорошо. На 9. И слепота. Да, сейчас они меня могут раскидать. Ни хрена себе, 12. Они меня сейчас могут раскидать вообще просто как нехрен. А влупили бы по одному, ну, мне бы жопа была. Но они лупят по моему стандартному, да, товарищу? Так, ну этих, блин, у меня даже пуль нет. А здесь 3 очка использования. Ладно, в кого стреляем? Просто культист. Ну давайте вот этого, мы его должны как бы убить. Правильно? Я понимаю. Ага, неправильно я понимаю. Ваншота не получилось. Ладно, сделаем вот так. У него 1 хп, я думаю, он должен отойти в мир иной от удара кулаком, правильно? Тут даже на 2 пробил. Ну ни хрена себе. Так, и давай попробуем использовать заклинание. На себя. Можно на себя кастовать? Да. Нормально, плюс 10, плюс 1 с хп. Окей, окей. Хотя бы... Ого, тут аж 4 на выстрел из револьвера. Дофига. Бабка берет. Так. Давайте сначала культиста постараемся завалить. А потом будем придумывать... Так. Потом будем придумывать, что дальше делать. Ладно, бабка, выйди вот сюда. Прикрой своего товарища, пусть в тебя стреляют. Если что. Убила. Зараза. Ну, честно, я в не очень хорошее положение. Я сейчас могу и просрать. На 3 урона, ладно, нормально. Пока что живем, так сказать. Перемещаемся вот сюда. И даем трубой по голове.
Не-не-не, вот эту. Ваншот. Блин, и даже не ваншотнула. Ну, господи. Это вот прям обидно. Да, конечно, стреляем в культиста, потому что надо ее убирать. Других вариантов как бы нет. Ну и все, у нас один противник получается. Давайте чуть ближе подойдем. Блин, а у типа уже 2 травмы. Ну это реально до хрена. Так, трубой в жбан и похилим. А, похилиться вряд ли получится, да? Слепота. Ну да. Можно кулаком еще долбануть, но чем это мне поможет, так сказать. Ладно, 2 урона. Хотя бы так, хотя бы так. Есть нож, да? Так, чтобы патроны не тратить, будем убивать ножом. Под ребра. 9 хп. Ну, теоретически я сейчас его завалю. Но последний ли это босс или нет, я не знаю. У меня уже команда моя убита по полной программе. 14 крит. Неплохо, неплохо. Так, встал мой товарищ. Тут 2 хп, 21 хп. Блин, 2 травмы, это жопа. Так, если бы вы были так же хороши в поисках улик, как в борьбе. Слушай, бабка, ну вот ты хотя бы не накаляй. Ты умерла. Вообще мы как бы расследуем причину этого всего. Такс. Блин, ни хрена патронов нет. Вот это плохо. Ладно, здесь мы перезарядим. Ай-яй-яй-яй. Применить. Да, сюда применить. И на второго персонажа тоже надо применить. Применить вот сюда. Просто хрен его знает. Если это конец уровня, можно было как бы сэкономить и... Разве вам не следует что-то сделать? Да мы уже сделали все вроде. Так. Чем эти вещи отличаются друг от друга? Найти сходство. Молоко матери преобразило меня больше, чем я когда-либо мечтал. Неописуемая сила течет во мне. Мать мудра. Теперь мы можем сотворить то, что когда-то было невозможно. И еще какие-то книги. Эта книга называется «Король в желтом». Разве эта пьеса не была запрещена? Блин, король в желтом — это этот посланник, типа, космической сущности. Ну, тоже это, короче, из произведений. Заар в 12 томах. Похоже на старинное издание. Вероятно, очень редкое. Ну и чё, так сказать. Тут. Стоп. Только что ж было? Что-то. Во. Полностью заполненная книжная полка. Взяв первый попавшийся том, вы просматриваете что-то вроде магических заклинаний. Вы чувствуете помутнение, проверки рассудком. Ну, вроде все, я осмотрел. Книгу нашел, а теперь мне просто надо свалить, да, из этого места. Потому что, ну, вроде все. Сбежать из особняка осталось. Ну да. Теперь, когда у нас есть культ упырей, вы покиньте особняк. Покинуть. Вы решаете, что пришло время покинуть особняк. Действительно ли эта книга стоит всех тех неприятностей, что она вам причинила? У нас есть книга, и все в сборе. Пришло время уходить. Ну что ж, завершил я главу, поскольку вы обнаружили доказательства того, что стадо Альгеди общалось с профессором и связалось с лечебницей Аркхема по поводу спятившего сторожа, то решайте, что команде требуется дальнейшее расследование. Ну что ж, дополнительные задачи найти спрятанный дробовик выполнил, основные задачи выполнил, все у меня живы, но при этом 2 травмы у Рональда, травма у Рекса и травма у Агаты, что, мягко говоря, хреново. Но, в принципе, серия получилась достаточно интересной. Его имя может всплыть не один раз, но я не могу представить, что этот Альфонс Лануи поможет нашему расследованию. Если вы настаиваете на его поисках, то можете найти его магазин во французском квартале. Вот его магазин во французском квартале мы в следующей серии искать и будем. Не скупитесь на лайки, комментарии, если вам нравится мое прохождение, ну а следующая серия будет завтра. Вот такие вот дела. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.